Приветствую, ребята! Вы на канале Юра. Сегодня мы поговорим о моей машине, потому что произошла неприятная ситуация. Она уже завершена, все с машиной в порядке, уже на ней катаюсь. И хочу рассказать уже о том, что произошло. Для тех, кто впервые на моем канале, обслуживание, обзор этой машины есть на канале, ссылку я оставлю. Поэтому не буду здесь уже углубляться. Кому интересно, переходите, смотрите. Пришло лето, горячая пора. Катался, забот не знал, все в порядке. Машина никаких, скажем так, отрицательных моментов никак не проявляла. Все нормально, все как обычно, одним словом. Ну, периодически залезаю, поднимаю капот, смотрю, масло там. Ну, просто посмотреть, попялиться под капотное пространство. И начал замечать, что уровень охлаждайки чуть-чуть так начинает уменьшаться. Ну, думаю, все же лето, может, там испарилось, потому что я езжу достаточно динамично, то есть я так никакого криминала в этом не увидел. Ну, катаюсь дальше, там неделя прошла, смотрю, еще чуть-чуть ниже стал, но я долил. Катаюсь дальше, все нормально. Через несколько дней, опять же, машина ночь простояла, утром подхожу, поднимаю капот, смотрю, уже немножко ниже, там, на буквально 2 миллиметра, скажем, ну, уже зрительно помню тот уровень, который был. Думаю, что за ерунда? Но так, раньше такого не было. Вот как я поменял ГРМ, залил, катаюсь, я вообще не смотрел за охлаждайкой. Всегда было в порядке, все нормально. И здесь так чуть-чуть начинаю доливать. Думаю, я уже так напрягся. Думаю, 3 недели прошло. Ну, почему? Одно слово, почему. Ну, я пришел к выводу, уже опираясь на свой опыт. Подобная ситуация у меня была с B4. Там, правда, я ощутил даже визуально то, что немного стала тяга хуже у машины. Даже на холодную, на горячую машину стало тянуть чуть-чуть похуже. Я уже как-то тогда напрягся, тоже охлаждайка падал, но этот тосол заливал по глупости, я рассказывал, тоже видео-то было. В общем, я поменял прокладку под ГБЦ. Поменял, и машина поехала лучше. Ну, потом, правда, ГБЦ треснул, потому что заливал тосол, и ну, от перегрева она треснула. Но суть не в этом. Суть в том, что я решил, что здесь то же самое. Если охлаждайка падает, значит она уходит. Машина не новая, не 5-7 летка, значит от возраста уже что-то с прокладкой произошло. Соответственно, уже давай примерные цены посмотрел, прикинул, сколько это будет стоить. Позвонил мастеру, и мастер позвонил тому, у кого менял шестигранник. Я ему уже доверил, человек понимающий, совестный, умеющий, знающий. Сразу к нему погнал, и хейтерам на радость. Вот, загоняю, фотки машины на СТО разобранной, все в порядке. Ну, в общем, снял ГБЦ, разобрал все эти пластмасски. И плюс в этой ситуации то, что можно было посмотреть на состояние цилиндров, поршневой, все в порядке. Уже удостоверился визуально в этом. Ну и проверили, все хорошо. Потому что доверяй, но проверяй. И хочу попросить прощения у педантичных людей за то, что многих раздражает, когда повторяешься. Но в этом видео буду очень часто повторяться. Также уже извините, ребят, но хочу объяснить ситуацию, пояснить. И у меня такая черта, что я рассказываю человеку, человек уже убедился и мне и поверил, но я еще его доубеждаю, еще раз повторяюсь. Вот, поэтому здесь будет очень много повторений, уже предупреждаю заранее. Проблема оказалась глубже. Пришлось менять не только все прокладки, потому что при разборке снятии коллекторов, ну, прокладки ГБЦ, все эти резинки, то, что снял, надо ставить новые уже. Но этим не обошлось, пришлось менять ГБЦ, потому что предыдущий владелец, я объясню чуть позже свою версию, она, на мой взгляд, единственно правильная. И для тех, кто будет кричать, скажу опять же заранее, пробег у этой машины родной, потому что когда я покупал, мы ее прошмонали, когда я ее пригнал сюда, мы ее снова перепроверили уже в другой конторе. И потом еще раз я проверял. Пробег по блокам, все, пробег здесь реальный, не смотрим. И здесь была история обслуживания, ну, ее родная эта книжка, когда она уезжала в 2013 году, вот незадолго до того, как предыдущий владелец ее пригнал сюда, там были записи, замене масла и там, по-моему, колодок, что еще. Он ее сюда пригнал и обслуживал тоже на разных СТО. Ну, у разных мастеров, и там тоже ему чеки, это все он мне предоставил, и там я тоже... Также еще дополнительно, косвенно, но опять же это тоже история обслуживания, пробег я и так еще отследил, поэтому пробег здесь реальный. Плюс еще к этому
ГБЦ не треснуло. Автомобиль как ездил, так ездил. Просто доливал охлаждайку. ГБЦ не треснуло. Меня на эвакуаторе не привезли. На трассу не тянули. Она ездила самостоятельно. Она не дала себя опозорить. Все нормально. Вот. Ну, в общем, уже финансы, скажем так, сумма сметная вышла больше, чем я ожидал. Уже давай заказывать ГБЦ, заказывать все прокладки. Сальники. В общем, поиск запчастей. Полноценный поиск. И здесь возникли некоторые проблемы. А тем временем ищем запчасти. Все куплено. И, кстати, сейчас вот мы снимаем 1 июля. Все начали делать, по-моему, 23-го, да, 23-24 июня. Да, так, загнали машину. И запчастями, да, действительно напряженка. Потому что вот многие позиции, там, прокладка под впускной-выпускной коллектор. Еще ГБЦ еще были. А вот прокладки под коллектора... Вот и куча других запчастей по списку, сейчас уже не помню. Очень много было по одной позиции. То есть последние забирали уже. Одна штука в наличии. Мы бам-бам-бам по позициям все позабирали. Единственное, там, да, прокладки ГБЦ еще были. Ну, да, более-менее ходовые запчасти, они были. Купили все, кроме одного. Вот шайб. Ну, шайбу уже купили. Но с общей кучей не купили, я к тому, что. Шайбы под форсунки. Хочу у вас спросить, как вы думаете, вот подумайте, прикиньте, погадайте в голове, сколько стоит одна штука? Бошевские. Бошевские. Других нет. Бошевские сколько стоят за одну штуку? Вот. Прокладка клапанной... Ой, да, вот, кстати, прокладка клапанной крышки последняя была. Прокладка под ГБЦ. Они раньше стоили 50, 60, 70, 80 рублей, вот так примерно. Сейчас мы купили за 140. Было за 120 и за 100, но за 100 это... И если на машине не ездить и не будет температуры внутри, туда она покатит. Вот, но купили за 140, более-менее нормально. И человек говорит, я даю гарантию, я не хочу, ну, дешман херню ставить, так что купили мы за 140, нормальная контора. Я не буду никого пиарить, название не буду говорить. Хотя Bosch, ну, другой вы и не купите, так что с кольцами можно и карты раскрыть. Вот, он более-менее нормальный производитель, вот ее хватит, все зашибись. Сколько кольца? Вот раньше кольцо одно стоило 4 рубля на наши деньги. 4 рубля. Ну вот, прикиньте, сколько у вас. Напишите в комментах до того, как я скажу цену. Просили 36 рублей за одно кольцо. 36 рублей. Было 4, стало 36. Но купили мне за 20, потому что это там мне продали. Продали мне за 20. Того 80 рублей за 4 такие хрени. Это сколько получается у нас доллар? 2,5. Ну, 27-28 долларов. Короче, за 4 кольца. Под форсы. Потому что разбираем, собираем все полностью. Поэтому нужно все новое ставить, конечно, не надо. Ну, конечно, с цены я офигеваю. Но еще, конечно, ситуация смешная этим. Но и с другой стороны, спасибо машине, что сейчас подала признаки неисправности, потому что сломалась бы она не сейчас, хотя она не сломалась. Вот многие для хейтеров специально, кто будет смеяться, машина не сломалась. Машина расходовала немного охлаждайку, она чуть-чуть умешалась, я доливал. И я 100% даю, что теперь сейчас, в такой ситуации, как сейчас, 90, даже 95% людей тупо доливали бы охлаждайку и ездили бы дальше. Мне это не понравилось, я решил посмотреть, что происходит, почему. Вот. А так, для хейта, машину на трассу никто не вез, на эвакуаторе тоже. Машина ездила сама заводилась, ехала, обороты развивала, все как положено. То есть претензий к машине не было. Я решил удостовериться, что происходит, почему. Потому что это радиатор сухой, все везде сухо, нормально, почему. Вот скрыли, увидели. И хорошо, что это произошло сейчас, потому что вот как сейчас мы выбрали последние запчасти, неизвестно, что через месяц-полтора сколько пришлось бы ждать. Неизвестно, что ну, и цены, самое главное, какие были бы и будут, неизвестно. Опять же, может, это все вышло бы дороже, поэтому хорошо, что сейчас. И смеха ради, всегда две машины в запасе, если что-то с одной, то, мол, есть вторая на подстраховке. И когда одна по кузовне полностью распилена уже практически, уже все это делается, а вторая уже якобы под страховкой, и тут же практически она коленца дала. И все равно ты, сука, пешеход. Но выручает B4. Как обычно, старые добрые времена. Насчет его, я думаю,
тоже будет сюжет, и я хочу немного руки приложить. Кстати, на него хочется чипануть, я уже говорил об этом. И насчет того B3 белого, который я снимал, парень все же поставил родной распредвал, потому что задолбалось с перекрытиями париться. То, что я говорил на обзоре. Просто не надо изобретать велосипед и строить конструктор, просто повышайте давление. Ну, это минутка отвлеклись. Многие скажут, это можно делать самому, ты ничего сам не делал, кто видео не смотрел. Я перебирал мотор, есть видео об этом, там 80 часов я урезал в полчаса, чтобы было понятнее все такие ключевые моменты. Так что, хотите, посмотрите. А возможности у меня нету с ней копошиться, и плюс этот мотор... С такими моторами я не копался, и первый раз лезть можно подвергнуть ошибку. Плюс, а я не имею здесь права на ошибку, потому что ГБЦ мало. Если что-то сотворю, то ГБЦ следующий уже не найду, это факт. Плюс, если я соберусь, что там случится, опять же, прокладки, сальники, вся эта херня, у меня нету. То есть уже мы последнее позабирали. Где мне потом это искать, все остальное? А тешить свое самолюбие я типа сам делаю. Я сам мотор несколько раз перебирал, что турбины менял, сцепление, все остальное. Что мне кому доказывать? Доказывать нужно прежде всего себе. А себе уже давно все доказал, поэтому я не вижу смысла лезть самому, тешить свое самолюбие. Я сам сделал. Человек это сделает лучше, дает гарантию, и все в порядке, и у меня голова спокойна. А то же я сам соберу и буду ходить неуверенный до конца. Вдруг это он не так сделал, вдруг это не так. То есть... Ну его нафиг, с другой стороны. Делайте то, что вы делать мастера. Поэтому здесь я не участвовал именно в работе, но и работа не слишком дорогая вышла. Если так брать, то за работу $170 человек взял. Другие берут 250-300, да. Один заломил столько же, сколько стоит ГБЦ и все эти прокладки, все эти запчасти, что мы покупали в сборе полностью. Столько же и за работу практически. Ну, не столько же, я уже утрирую, меньше, но гораздо больше, чем я отдал. В общем, пока так. ГБЦ приехала. Вот только что ее привез. Выручает, как обычно, вспышка-малышка. Вот она. О, парни даже выпускной коллектор подкинули. Ну, вот за это спасибо. Так, ну, как они говорили, только снято с машины, но тут есть на ней масло. Вот, руки все в масле. Но, судя по ГБЦ, да, она стояла на машине недавно. Потому что были объявления и были... Фотки, там вот по фоткам видно, что вот и сажа свежая, потому что вот моя, к примеру, ГБЦ, вот, которая стояла на B4, которая треснула в свое время, ну, видео было, я рассказывал. Сейчас вам еще ее вынесу, покажу. Вот, ну, сразу видно, что когда ГБЦ уже лежала, ну, вообще любая деталь там. Ну, в данном случае про ГБЦ, когда уже она лежала на складе, уже несколько там лет, месяцев, то это сразу бросается в глаза, как у меня от УАЗика запчасти валяются тоже. Ну, сразу заметно, что когда деталь вот только снята, и когда деталь уже лежит. Черт знает сколько времени. Ну, каналы красивые. Ну, ГБЦ, конечно, с то, что сейчас стоит, разумеется, не сравнить. Все красиво, хорошо. Шлифанем, поставим и поедем. Вот ее номер, кстати, выбит, но его, я думаю, вам видно не будет. Я его выведу. Вот возле впускного коллектора, вот и номер ее вбивается. Август 2008 года. Вот когда они пошли, да, в это время, вот лето 2008 пошли вот коммонрейловские, ну, ЦБАП в данном случае. Как у меня, вот 23.19, дата изготовления. 1 августа 23.19. ГБЦ сама приехала из Европы, там машины на разборке, где было предложено либо столб. Кстати, столб стоит $2500. Ну зачем мне столб, мне только нужна была голова. Открутили голову, привезли мне. Ну там такой, скажем, мини-автосалон, стоят автомобили. Если вам нужно салон, капот, крылья, двери, там, не знаю, то есть стоят машины на разбор.
И вот ГБЦ надо, открутили, доставили. То есть вот так вот. Раз разговор прошел про головы, вот я вынес то, что стояло на B4. Вот клапанная крышка с разборки, родная, на нем все стоит. А тут каналы красивые, вообще классно. 8-клоп, обычная ГБЦ с 1Z EA180 серии. Вот каналы, все по красоте, все нормально. Бери и ставь. Только она треснута нахрен. Я думаю, что ее заклеить, пускай будет еще одна в запасе на всякий случай непредвиденный. Износа нет, ну есть естественный износ, но уже не критический. То есть в целом ее можно ставить. Заклеить бы, да, шлифануть и поставить. Может, я еще и заклею, посмотрим. И мы едем, вот я только там 200 или 300 метров проехал на машине. Все, сейчас заменим масло, будем кататься, все, я думаю, будет хорошо. Человек совестный, рукастый, ну и по большому счету повезло, потому что машина вовремя сказала о своих недостатках. И мы еще успели найти запчасти, как я уже говорил, выбирали там почти все последнее, ни черта там не осталось. Хорошо, что ВАГов, в принципе, достаточно по количеству, потому что есть чего выбирать. Потому что даже если есть деньги, но тупо покупать нечего покупать, и машина будет стоять, то здесь плюс ВАГа в том, что их хотя бы немало по количеству. Потому что первая ГБЦ приехала треснутая, она была дешевле, подкупила, как всегда, цена. Все. Стоп, машина, играем в обратную, ищем другую. Другая приехала, ГБЦ уже вроде, вернее не приехала, я ее забронировал. Я уже в ожидании был, уже готовился оплатить, чтобы она выехала. Но в конторе, которая ее продавала, вышла неразбериха. Они ее продали, но объявление еще висело. И у себя, получается, с баланса не списали. То есть она еще якобы у них находилась. На самом деле она уже была продана. Ну, неразбериха, вышла бардак, одним словом. И с третьего раза пришла ГБЦ, которая уже стоит на машине. Отличная ГБЦ по состоянию, ну, принято говорить, как новая. Да, ее шлифанули, красивая получилась, поменяли маслосъемные колпачки, притерли клапана, все четенько, собрали и по всем сразу по ценам. В общем, стало это все $800. $400 ГБЦ, $170 работа. И $230 прокладки, все эти шайбы, то, что я вот сказал, самые дорогие, маслосъемные колпачки. Ну, все вот это, прокладка ГБЦ, клапанные крышки, коллекторов, на ЕГР, ну, все эти резинки, прокладки, сальники, распредвалов, все эти резинки, шайбы, опять же, повторяю, все на форсунке, все, что на ГБЦ было старое, снято, выкинуто, поставлено все новые резинки, прокладки, сальники. И, в общем, это $230 стоял. То есть 230, 170 и 400. В сумме 800. Но доллар скачет. Вообще мы все это рассчитывались в белорусских рублях, но по курсу это все плавает. Потому что в течение месяца работа была оговорена. И я выражаю огромную благодарность этому человеку, который делал. Потому что, ну, СТОшник, ремонтник, там, мастер... Все как ни назови, это человек реально мастер своего дела, и он мне сопереживал, помогал искать запчасти, чтобы не переплатить тупо за наклейку и купить то же самое, но дороже, образно говоря. Ну и самый дешман тоже не покупали, искали наоборот компромиссные качественные материалы, потому что говорит, я тебе даю гарантию, я должен быть уверен. И он уже посмотрел машину, что отсутствует течь, он свою работу еще все равно за собой перепроверил. Поэтому огромное спасибо человеку. Он мне помогал, поищите, говорит, ну, мне не сложно, все нормально, не переживай, там машина стоит, не запаривайся, ты мне не мешаешь, если что, ну, все нормально, можешь машину не забирать, пускай у меня стоит, ищи материалы, ищи ГБЦ. Вот, поэтому все это было в пожарном порядке, многие запчасти заказал он сам. Поэтому огромная благодарность этому человеку. Потому что многие бывают, ну, вези запчасти буду делать. Нет, ты делать не буду. И машина на забитом стоит, всем пофиг. На понтах, ищи где хочешь. Я тебе даже бывает, ну, вот бывали случаи, тоже люди жаловались, что даже просишь сфоткать номер, он якобы забывает это сделать, не видит, тут плохо видно. Ну, такие тоже нелепые отмазки. Поэтому из-за этого уже и настроение падает, и падаешь духом, то есть начинаешь разочаровываться, и поэтому
за моральное вот состояние человеку отдельное спасибо. И перед тем, как я покажу голову, как бы я делал, потому что все можно восстановить, все можно сделать по большому счету, но здесь все-таки решили для себя, машина все-таки, достаточно для дизеля, здесь достаточно большое давление, хотел сказать мощность, но тут многие посмеются, опровергнуть, но можно чипануть ее, конечно, до 195 лошадей ее раскачать на гибридной турбине, это не проблема, но все равно давление большое, топливная система на большом давлении работает, финансы позволяли, поставили ГБЦ все-таки другую, более хорошем состоянии. Ну и старую можно было бы сделать. И перед тем, как я скажу, как бы я сделал, что я делал, люди, конечно, начнут возмущаться, кричать. Первое, что люди скажут, здесь пробег в 2 раза больше заявленного, что на приборке минимум 400. Нет, ребят, пробег здесь реальный. Пробег здесь проверяли при покупке, потом, когда я купил, перепроверил у другой конторы, которой доверял, потом сам проверил еще со своими знакомыми. Пробег здесь реальный. Единственное, я думаю, все-таки я нашел разгадку. Потому что, немного отвлекусь, у дизеля вообще в принципе возникают проблемы с возрастом. Вот, к примеру, мой B4, про который я снимал видео, я уже надоел многим его упоминанием постоянным, но я на нем ездил, и я уже замечал, неадекват в работе, и не такая резкость у автомобиля была. Снова ГБЦ поменял, и тут я ГБЦ поменял, так что это моя фирменная черта, получается, я в каждой своей машине ГБЦ меняю. Вот, и там я поменял прокладку ГБЦ, машина поехала гораздо лучше, то есть от старости, от возраста уже началось такое. Но опять же, дизеля тоже, температурные нагрузки, в основном возраст, видимо, сказался, уже поменял. И в итоге там треснуло ГБЦ, потому что, повторяюсь, заливал тосол. Я видео там подробно рассказывал. Она треснула, пришлось менять. Но с тех пор проблем нет. Тосол не заливаю, он для меня уже не существует практически. Поэтому проблема ушла правильным решением. Здесь человек соблюдал, вернее, сделал глупость до меня. Машина покупалась им 4-летней, в конце 2013 года пригналась сюда. Когда растаможка подскочила, но ввиду возраста автомобиля, ему было 4 года, растаможка ниже. В 2013 году он ее пригнал, и мне кажется, я разгадку нашел. Почему? Потому что машина 4-летняя, пробег еще позволяет, то есть те, кто покупал ее новой и отъездил, это один владелец там был, ничего, конечно же, не поменял. Там, может, кроме колодок, вот таких вот вещей. Охлаждайка была родная. ГРМ также. Я о чем веду? То, что в итоге, забегая вперед, я тоже видео рассказывал, ремень ГРМ был новый, ролики были старые. Видимо, человека обманули, потому что человек спортсмен по профессии, он в автомобилях не разбирается. И все же, мне кажется, я прав в том, что я когда проверял чеки, то, что он делал вообще в принципе, но, видимо, его обманули с ГРМ, то, что комплект ГРМ, а был только ремень. Помпа, ролики, все старое. Видимо, на этом обманули. Но меня еще подкупило то, что везде материал работа, а здесь было написано именно замена охлаждающей жидкости. Через год он, около года на ней покатался, но чуть меньше, там, месяцев 7, там, 7,5-8. Заменил охлаждающую жидкость. Но там, именно в этих чеках, не билась цена за охлаждайку. Именно за замену. То есть, получается, что охлаждайку он купил сам. И, как я уже упомянул, человек не разбирается в автомобилях, он спортсмен, ему без разницы. Вода, тосол, антифриз. То есть, он видит, что на расширительном стоит лейбл G12. Значит, G12. Заводской малинового цвета такого. Значит, я куплю малиновый. И, скорее всего, потому что там, еще раз забегая вперед, при покупке автомобиля я понял, что на автомобиль деньги экономились. Потому что в семье тигренок, котенок, я не знаю, какой их там зоопарк, но котенок деньги на обслуживание машины не выделял. Почему? Потому что стояла зимняя резина, начало октября. Я обычно, в октябре, в ноябре переобуваюсь, но стояла зима, на которой он ездил круглый год. Это уже первый камень. Самое главное, гудела передняя правая ступица, которую я поменял. При покупке я поменял ступицу, опорные подшипники.
Вот, но то, что меня убило, ну вот вообще, я понимаю, что там ступиться не хочется, мол, опорные подшипники, мол, дорогая работа, потому что стойки надо снимать, вот это делать. Но были кривые колеса, штампы. Вибрация была от колес, вот, при сотне. Ну, понятно, что по городу 60-80 нормально, все равно кривые колеса. Я не мог нормально ехать, по большому счету. Я заехал на шиномонтажку, когда ее гнал, переоформили, загнал шиномонтажку, мне раскатали диски, и тогда я поехал. Что передние диски были кривые. Даже на это тогда это стоило в 2017 году, ну, долларов 10, ну, 15. Раскатать там 2 диска. Задние более-менее, но хотя бы передние раскатал бы. Но я раскатал все 4. То есть на такую даже, ну, имея такой автомобиль, продал за 8500. И у тебя нету 10 долларов, чтобы диски раскатать. Ну, вот я опять же к чему, что я против девушек ничего не имею. Я сейчас осуждаю данного подкаблучника. Вот, ну да бог с ним. Возвращаемся к этому. Охлаждайку он залил, видимо, купил на заправке, потому что в машинах не разбираться. Видимо, купил самую дешевую и залил ее сюда, в автомобиль. В итоге, еще раз забегая вперед, по ГБЦ видно то, что охлаждайка не держала температурные нагрузки и очень много окислов. И в одном месте аж закупорено, видно, это розовая пыльца и розовая, ну как поролон, такая пленка. Видно, что кипела охлаждайка, она не выдержала этого. И потом, когда я покупал автомобиль, загнал на СТО, ну и потом, где запчасти, масло, охлаждайку покупал, когда вот менял ГРМ, помпу, заливал охлаждайку. Уже залил нормально, но было поздно, потому что он купил ее 4-летней, 4 года отъездил, но последних 1,5 года его владения, то есть когда машине было 8 лет, 6,5, от 6,5 до 8 машина у него в основном стояла. Потому что он ездил по заграницам, у него были непонятки с карьерой, в итоге он уехал из страны, поэтому машину и продавал. Купил ее 8-летней, и я наездил на ней 4. То есть каждый владелец ее наездил по 4 года. В итоге я поменял охлаждайку, поменял ГРМ, но уже проблема была запущена, уже была, скажем так, в обороте. Но тем не менее ГБЦ не треснула. При всем этом ГБЦ не треснула. Видимо, ну, как я уже ни одному человеку это рассказал, все приходят к мысли, к выводу, то, что я залил нормальную охлаждайку, хорошее масло, я часто его менял, именно это машине помогло, ну, нормально ехать, эта проблема медленно развивалась, так скажем. Но все же я на машину, я не разочарован, может многие подумают нет, просто это случилось, и я рассказываю. Я рассказываю вам то, что многие скрывают, умалчивают об этом, просто продают, и вы дальше паритесь. А я об этом решил рассказать, показать, ну все как есть, мне ничего скрывать. Вот, поэтому такой вывод, такая моя версия, то что действительно была залита плохая охлаждайка, потому что других версий нет, пробег реальный. Вот по низу все нормально в автомобиле, когда я загнал на СТО, посмотрели низ, с низом все в порядке. И по пробегам уже шмонали ни одним компьютером, ни одной конторой. И не могут все откровенно врать. Пробег у нее реальный. То есть вывод напрашивается сам собой. Самая дешевая охлаждайка. И вот она начала разъедать ГБЦ. И я очень рад, что блок здесь чугунный. Потому что я, к примеру, снимал Зафиру. Да и многие современные дизеля уже с алюминиевым блоком. Если бы окислы эти пошли по блоку, пришлось бы менять столб. А столб, на секундочку, стоит $2500 на эту машину. $2500. ГБЦ стоило 400. Столб стоит 2500. Но по факту ГБЦ не треснула. В любом плане ее можно восстановить. Я расскажу сейчас об этом как. Почти полтинник я на ней наездил. Проблема была уже запущена не мной. Я ее затормозил, ее развитие. Но во всяком случае это вылезло. Но вылезло как? Машина ездила, все было в порядке. Чуть уменьшалась охлаждайка, я ее доливал. Машина не опозорилась, ее не тащили на трассу, она не ехала на эвакуаторе, она ездила полноценно, все хорошо, без проблем. Единственное, что я заметил, то, что падает охлаждайка, я все же решил, что случилось так, как с B4. Что нужно поменять прокладку ГБЦ, и ради этого я машину и загнал на СТО. Я ее гнал именно на замену прокладки ГБЦ. Но я понимал, что да, нужно будет менять прокладки коллекторов, ну, все резинки, все прокладки, потому что ГБЦ будет сниматься. Но проблема оказалась глубже.
Единственное, что, ну, многие этого, может, даже и не заметили бы. Поэтому обратите внимание, если у вас падает охлаждайка, я часто смотрел на B6, потому что вот ребята год-два назад просили осмотр, подбор, и в некоторых низкий уровень. Может быть, из-за этого что-то у вас подобное происходит. И не запускать эту проблему, возможно, вы сможете меньшими затратами, потерями это все устранить. Если положить руку на сердце, сказать честно, если бы были хуже финансовые возможности и кошелек не позволял бы это делать, как часто у людей бывает, что покупают машины непосредством и не могут их обслуживать, не то что чинить, я бы отдал, естественно, ее на восстановление, сделал бы вот эти два канала под восстановление, потому что из-за них начало все это проявляться. Их заделал, шлифанул бы ее и поставил. На удивление, она не треснула, потому что очень часто ГБЦ трескается. Вот, к примеру, у того же B5 Passat, которого я снимал, там заменена ГБЦ, потому что более изношена. Ну, износ распредвалов на 188-х моторах, в принципе, это присутствует. Вот там заменена, там износ распредвала. Здесь нет такой проблемы, что износ распредвалов. Здесь вот, помню, когда покупал, кто мне помогал, вот менеджер на СТО, когда мы ее проверяли, шмонали, сразу человек сказал, я придал этому значение, он говорит, эти моторы очень требовательны к охлаждайке и маслу, то есть херню не лей. Но это уже было, скажем так, не спасти, потому что херня была залита до меня. И здесь прекрасно видно это, потому что вот взять, к примеру, вот эти каналы со стороны впуска, вот они все целые. Эти со стороны выпуска, вот они хуже. Здесь канал целый, здесь окислен. Ну вот где сторона выпуска, вот там все и окисло, и поело. Ну вот на впуске выборочно. Но вот этот вот канал был практически забит. Вот видна вот эта вот пыльца розовая, ну вот окислы видны. Пыльца розовая подтверждает мою версию, потому что вот было практически все закупорено здесь. И по этой розовой пыльце я делаю вывод, что та охлаждайка, которая была залита до этого, она не выдерживала температурные нагрузки и кипела. И она у него простояла 1,5 года. У меня она стояла год. Ну, то есть она стояла 2,5 года за свою историю. Когда машина стоит, это тоже не положительно влияет на нее. Также хочу выразить огромную благодарность ребятам, которые прислали мне ГБЦ, потому что $400 это сказочная цена за такую ГБЦ. ГБЦ очень классная, клевая. Но видно очень хорошее состояние ее, плюс $400 отдельный. И еще один плюс, то что она полностью в сборе с распредвалами, даже вот выпускной коллектор на ней стоял, потому что остальные были без выпускного, ну полностью пустые практически. Такие ГБЦ в таком состоянии начинались от $560-70 по курсу и 600-700 с хвостом до 800, вот так вот. То есть это практически самый низ был, но состояние очень хорошее. И вот выпускной коллектор у меня остался. Вот интересно откуда, напишите, кто знает. 0.33 его. Видимо, может, такие моторы, в принципе, устанавливались на Гольфы 6, на Тигуаны, на Audi A3. У меня просто выпускной коллектор целиком с турбиной. То есть, вот это вот крепление, прокладки под турбину, уже на крепление турбины нету. Уже здесь, как в B4 у меня, на B6 здесь полностью, это уже одно целое, слито в одно целое, полностью горячая часть турбины. Турбина находится в таком расстоянии, но я думаю, фотку я вставлю. Там видно, что слито все в одно целое. И сразу горячая часть с коллектором образует единый узел. Здесь вот разъемный. Ну, видимо, с Гольфа может быть. И такая мысль меня настигла. Я еще посмотрю, подходит ли выпускной этот коллектор на ГБЦ от моего B4, потому что B4 и та ГБЦ находится в другом гараже. Ну, короче, где стоит B4, в каком гараже, там и ГБЦ от него лежит. Я туда этот коллектор, думаю, завезу, прикину по размеру. Если он подойдет, будет просто шикарно. Потому что там, во-первых, и турбина под нижнее расположение, сверху там сзади так место есть, можно под верхнее расположение. Проще пайпы тянуть, тюнячка проще выйдет в этом плане. Потому что родной коллектор я
пилить не хочу, потому что в любом плане можно будет машину разобрать, снять коллектор, снять турбину, поставить другой коллектор, другую турбину, собрать тюнячую версию. Если нужен сток, там может на техосмотрах, хотя вряд ли техосмотр и с тюнячкой пройдут, но чтобы был сток не тронут в запасе. Если надо, разобрал тюнячку, поставил сток, и все моментально машина в сток превратилась, и стоковую прошивку туда в нее влить. Потому что смотревшись на тот B3, который я снимал, и когда B6 стоял на ремонте, ездил на B4, вспышки-малышки, то чувствуется разница в динамике и вообще уверенность в машине другая. Потому что здесь я уверен, я делаю резкий маневр, хватает крутяшки, машина на подхвате, на порыве. Там уже нет да нет прикидываешь. Уже успею, не успею. Уже такая опасение, боязнь. Я не люблю это состояние. Я люблю чувство уверенности. За уверенность надо платить. Так что, может быть, к зиме еще один проект мы нарисуем. Ничего не обещаю, но мысли есть. Ну что по машине, ребят? В общем, я уже поменял масло. Какое масло я залил, я говорить не буду и не буду рекламировать, чтобы не было негативных комментариев, то, что я пиарю кого-то там. Я думаю, банку саму я замажу на видео, чтобы не было видно марку масла. В общем, масло залил, все в порядке. После того, как я забрал машину, мастер сказал, на езде 100 километров, наездил где-то 110-115, и подъедь, я посмотрю, чтобы течи не было, удостовериться в своей работе. Это грамотный, хороший подход. Они, как многие тоже, сделали все и едь нафиг отсюда. Потом отказываются даже от своей работы, в случае чего. В общем, не суть. Приехал, человек проверил, удостоверился, что все нормально. Я поглядывал, да, вот старое масло еще было, эти 100 километров я наездил еще на старом. Охлаждайка уровень, масло уровень, все нормально собрано, претензий нет, все хорошо. Поменял масло, и теперь езжу, все, уже наслаждаюсь. Но какие были нюансы? Только забрал, разумеется, все было разобрано и собрано заново, где-то все равно воздух попадал, потому что выехал, я поначалу, нужно быть идиотом, чтобы сразу топить на машине. Я ездил аккуратно, не спеша. И первые были такие проявления неадекватности машины, что едешь, вроде бы все в порядке, там 40, 50, 60, и бывает, машина дернулась, едешь, все нормально дальше. Бывает так раз, то второй раз дернется, и дальше едешь. Подъезжал на парковку уже на минимальных оборотах, зеленый, на минимальных оборотах, и уже загорелась спираль, машина бак заглохла. Завел, опять все в порядке. Первый день, когда я забрал машину, я наездил 35-37, до 40 километров. Приехал домой, подключился с компьютера, почитал его. Одна ошибка вылетела, там форсунка, электроцепь. Я думаю, оставлю эту ошибку. Я ее скинул. На следующий день прихожу, завожу машину, езжу, все нормально, то есть неадекватности такой нету. Но все равно ездил так, не доверяя машине до конца все равно. Отъездил, все нормально. Второй день потом после этого, третий, и уже потиху начал более агрессивнее ездить. Уже в 3, за 3 тысячи крутить резкие старты. Обычный мой стиль езды, одним словом. На это пропало, все хорошо. Наездил сотню, пригнал машину, человек посмотрел. Все в порядке, масло поменял, теперь катаюсь. Уже на новом масле, тоже почти полтинник уже наездил. Так что все хорошо. И опять же, пришел покупать охлаждайку, на доливку, чтобы было. Продавец сразу спросил, какая машина, называю машину, он говорит, тут нельзя, лишь что попало, не очень чувствительный к охлаждайке, разъедает все это. Говорит, так что смотрите, а у вас что за литр? То. Нормально. Это я к тому, что не надоели продавцы своими советами, а наоборот, спасибо, то, что хорошо, знающий, понимающий человек продается. Потому что очень часто бывает, что говоришь, то тебе продают. Подходит это, не подходит, не интересуется, какая тебе машина, что пофигу. Не хочу никого оскорбить, действительно, как обезьяна. Сказали, сделал, все, не думаю, пофиг. Хотя во многих современных автомобилях уже давно так. Я не просто говорю, что нормальная охлаждайка, нормальное масло, и это нормально в плане соответствия и качества. Я на Солярисе, по-моему, тоже на обзоре говорил, что у них там тоже свой допуск специфический, иначе тоже начинает разъедать там.
тоже вот как у японцев, тоже там насос Гура, только своя жидкость определен по допуску, иначе, насосы летят. То есть у всех, даже более старых машин от японцев, то есть у всех уже свои допуски, и машины наиболее критичные современные, чем старые. Если старые можно было лить тосолы, там насос Гура, ну, особенно немцев это касалось. Японцы вот более критичны. Насос Гура вообще любую жидкость лили, мешали, пофиг всем было. То есть здесь, конечно, уже на более современных, особенно с алюминиевым блоком, нужно более ответственно подходить. Иначе можно запороть свой двигатель по простому такому незнанию или экономии в этих пару рублей. За эти пару рублей вы можете в 20-30-кратном размере попасть, ребят. И здесь произошла такая горькая ирония. Я помню, снимал обзор, по-моему, Аккорда, я не помню, или Civic, по-моему, Аккорда. И там в видео я сказал, там перечислял недостатки, какие-то проблемы машины, говорю, блин, уже лучше одна серьезная поломка, ну одна, чем сотни мелочей и постоянно по мелочи колупаться с машиной, мучиться. Ну и машина моя восприняла эти слова буквально, видимо, тоже обзор смотрела. Поэтому так она мне и напомнила о себе спустя время, что ладно, по мелочи я тебя беспокоить не буду, так займись. И хочу сразу пояснить, я не жалуюсь, я не плачусь, я не разочарован в машине. Но это случилось и случилось. В общем, по большому счету, это не такая серьезная поломка. Да, по глупости предыдущего владельца это можно было бы избежать, этого бы не было. Но что поделаешь, всегда свои минусы. Многие могут сказать, так что ты купил такую машину, что ты не видел, какой владелец. Я видел, какой владелец, но опять же, повторяясь, я пробег отследил. Машина была молоданная, сейчас не сильно старая. Молода, свежа, бодрая. Бодро себя хорошо чувствовала. Мало наездила у него. Масло он все равно менял, колодки, то есть расходники, то что если какая-то поломка случалась, то он менял. Там ему паратроники передние залил водой, ему поменяли. Вот масло, то есть все равно машина обслуживалась. Все равно. Как мог, так он ее обслуживал. Плюс ездил мало, и ресурс у машины, пробег был вот небольшой, она не заезженная была. И по кузову очень хорошо, что самое главное, потому что, к примеру, ну, ГБЦ стоит $400, а на то, что очень часто забивает, допустим, задние моторчики перевода электроручника, вот начинает ржаветь, попадает влага, песок, на это забивается, это уже по стоимости сопоставимо с ГБЦ, хотя суппорта дороже. Один суппорт бушный 3 года назад стоил $100, новый 300. Сейчас они еще дороже будут. То есть ГБЦ стоило дешевле, чем вот этот момент, на который все забивают. Также кузов очень недешевый, он очень капризный, как всем известно, но он был очень хороший и свежий, поэтому... Но этот момент невозможно было предусмотреть, увидеть, никак не проверишь. Только вскрывать, только вскрыть. Ну, бэушная машина – это всегда компромисс. Как только вы покупаете бэушную машину, у вас есть всегда определенный процент вероятности попадало на что-то. Но здесь все равно я наездил полтинник, только тогда эта проблема вылезла. То есть, ну, я затормозил ее путем то, что я слил ту охлаждайку, залил нормальную, которая должна быть здесь. То есть тоже предыдущему владельцу не предъявишь, да и машине не предъявишь, все равно уже она не новая. У некоторых проблемы еще посерьезнее в финансовом отношении. Поэтому все нормально, машина от этого хуже не стала. Масло заменено, другая ГБЦ, более в хорошем состоянии, притертые клапана, заменены маслосъемные колпачки, так что будем ездить долго, счастливо, я думаю. Все, что буду с ней делать, там по обслуживанию буду снимать, это рассказывать. Так к машине все равно претензий нету, и разочарований в ней тоже нету. Машина все равно хороша собой, для своих лет, по кузову, по всему остальному, она в очень хорошем состоянии. И очень часто самая большая проблема этих машин – это кузов. Потому что кузов всегда дороже, ребят. Это геморно. Потому что эта процедура произошла достаточно быстро. Она произошла бы быстрее, чтобы не было такого напряга с запчастями с их наличием. То есть, ну, прокладки, сальники мы все-то купили, заказали, все было в наличии. Конечно, все подорожало. Я уже сказал об этом. Но вот ГБЦ пришлось поискать. В том плане, что одна треснута, другую продали. Ну, то есть, вот в этом потери времени произошли. А так в основном нормально. Но
Кузов здесь хорош, нет жуков, пауков, вот этих негативных моментов, что я ненавижу, когда вот жуки, это ржавчина, сразу мерзкое отвращение от машины такое берет. А насколько все знают, что B6 очень, скажем так, не коррозионно устойчивы, почти что. Вот. И я веду это к тому, что с кузовом было бы больше гемора, как многие забивают, потому что смотрят на техническое состояние, на кузов забивает. Кузов быстро из-за забитости такой, что вовремя не устраняется, начинает коррозировать еще больше. И ремонт мог обойтись и, по сути дела, в стоимость столба от $2500 можно было в кузов закопать. Поэтому все равно самое главное в машине это кузов. По-прежнему я так считаю, я всегда так говорил, что есть кузов, есть автомобиль. Нет кузова, это уже не автомобиль, а груда запчастей. В этом понятии я в своем мнении также остаюсь. Ладно, пора завершать. Все, что я хотел сказать, я сказал, рассказал и показал. В общем, спасибо вам большое за внимание. Отдельное спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь в телегу, там все свежие новости, там я немного умничаю. Делимся мнениями, спорим с ребятами. Ну, в споре рождается истина. Кому интересно, смотрите вот видео по обслуживанию этой машины, наши предыдущие видео. Счастливо!